Привет, друзья! С вами Маша. Не прошло и годы, и я снова здесь. Рада всех видеть. Праздники, гулянья, все такое. Перейдем к сути ролика. Мне скоро 30, фактически через 2 года, и я до сих пор не нашла любимое дело, которому хочу посвятить жизнь. Многое пробовала, и сегодня об этом расскажу. Если конкретно около года меня неотступно преследуют эти мысли, возможно, у вас было подобное, или вы прямо сейчас переживаете такой период. В любом случае, думаю, этот ролик будет полезен. Я всегда обожала то, чем занималась. Вот музыка, я с ней так или иначе всю жизнь. Но в какой-то момент это стало напрягать. Я даже писала музыку на заказ. Клиентам, казалось, нравилось, но меня не отпускала мысль, что я сделаю им полное дерьмо, и мне было стыдно отдавать такие проекты. Хотя платили неплохо. Да, и кайф от создания нового трека быстро сменялась скукой. И так было почти со всем, за что я бралась. Далеко ходить не буду, монтаж и видео. За 5 лет я отсняла около 1000 свадеб. Да, я псих, с этим не поспоришь. У меня даже было такое, что мои заказчики меня спрашивали, а я замужем? Я отвечала нет. И постоянно был вопрос, как так-то? Вот сняли столько свадеб и до сих пор не замужем. Я говорю, вот так вот, сломала систему. В общем, снимала очень много. Возможно, было бы иначе, все сложилось бы по-другому. Было интересно, и роскошные свадьбы с бюджета в миллионы, и простые росписи с посиделками. Потом это все монтировала, оплата была хорошая. Но морально я перестала это вывозить. Постоянные разъезды по городу и области, бешеный график. В таком режиме я просуществовала целых 5 лет. С одной стороны, смогла купить оборудование, о котором мечтала, а с другой поняла, дальше я не могу. Начались проблемы со спиной, шеей, даже панические атаки. Зрение стало резко падать. Не знаю, в чем была точная причина атак, но подозреваю, что организм уже просто кричал о перезагрузке «Маша, пощади». И несмотря на любовь к процессу съемок, пришлось поставить точку. Потому что когда я уже просто просыпалась по утрам, я не могла даже встать. У меня была в голове мысль, что вот опять нужно ехать снимать очередную свадьбу. Я уже просто говорила, нет, я не могу, все. С меня хватит. И в какой-то момент я проснулась и решила, что с этого дня больше никаких свадеб в моей жизни не будет. С меня хватит. Я практически завершила всю коммерческую деятельность в этой сфере и сейчас монтирую крайне редко. Можно относиться к этому по-разному, даже сказать, что я просто плохой работник. Возможно, вы правы. Я занималась не своим делом, насилую себя, хотя в моменте сам процесс приносил удовольствие. Что касается творчества, я подрабатывала моделью. Многие, наверное, знают этот факт из моей биографии, но и с этим быстро завязала. Причина все та же – перегорела. Хотя сейчас мне снова нравится это, но уже исключительно для себя. Даже купила себе фотоаппарат, на который сейчас снимаю. Я, видимо, из тех людей, которые постоянно пробуют что-то новое и не могут найти себя окончательно. Вроде получается, все нравится, но в какой-то момент, черт возьми, ты выгораешь и уже заставляешь себя заниматься этим через силу. И отсюда внутренние терзания и саморазрушение. Я, даже видеоигры хотела делать, представьте, но когда попробовала, быстро поняла, что у моего IQ для такой задачи не хватит. Нет, это не значит, что я тупая. Просто мой мозг под это не заточен. Попыток было несколько. Мне всегда нравились игровые миры, механики, сюжеты, проработка персонажей, локаций. Я даже выкладывала пару своих идей на Kickstarter. Надеялась, что соберу небольшое финансирование, и мои идеи, так сказать, пойдут в ход. Но, как вы поняли, финансирование я не собрала, и можно сказать, что моим идеям не суждено было сбыться. Но я не расстраиваюсь. Единственное, что могу сказать, что вообще создание игр это невероятно сложно, особенно в одиночку. Тем более тогда, когда не было доступных курсов, а в интернете, кот наплакал. Мое главное достижение тех лет это пара модов для Симса. Я ими горжусь, честно скажу. Для кого-то это детский лепет. Так оно, наверное, есть. Но лично я рада этому небольшому опыту. Возможно, в будущем он поможет мне легче осваивать новые технологии и использовать их в творчестве или контенте. Мне как-то написал один из моих старых подписчиков, Медведь, он вам больше расскажет об этом канале, чем я сама. Он видел все его взлеты и падения, он оставил комментарий под одним видео, что из меня вышел бы неплохой следователь или сыщик. Но здесь ситуация повторяется. Знаете, может быть и вышел. Но стоит только представить, что помимо поимки преступников придется заниматься скучной бумажной работой, писать тонны отчетов, энтузиазм
угасает. У меня есть пара знакомых, работающих в органах, они рассказывали об изнанке этой работы. Это не кино, а суровая реальность. Также хотела вам еще рассказать то, что когда я, можно сказать, только начинала свою деятельность фотографа, мне предлагали снимать место преступлений. Но я отказалась от этого, потому что я сама по себе очень мнительная, впечатлительная натура. Хотя так по моим стримам нельзя сказать, но на самом деле так и есть. Потому что одно дело, когда ты это смотришь через экран на все трупы, кровь, вот это вот ужасы, а другое дело, когда ты видишь это вживую, это жутко. И, наверное, я бы ни за какие деньги бы не согласилась там работать. Одно дело принимать аналитику и поиск информации для видеоконтента, и совсем другое работать в этой сфере каждый день. Многие, посмотрев кино или мои ролики, рвутся в профессию, но надолго не задерживаются. Реальность всегда расходится с фантазиями. Хотя мне самой безумно интересна криминалистика, социальная инженерия, хакерство, цифровая безопасность, но работать именно в этой сфере я бы не смогла, даже за большие деньги. Просто здесь, понимаете, ребят, дело не только в деньгах, а в том, чтобы тебе нравилась сама еще работа. Да, допустим, я бы занималась тем же хакерством, ну, к примеру, или социальной инженерией. В какой-то момент бы мне надоело и перестала приносить удовольствие, и просто это была работа бы ради денег, и я бы также быстро выгорела. Для меня работа — это не только про заработок, но и про поиск компромисса между очень нравится и можно на этом жить. Например, я когда-то подрабатывала в Макдональдсе. Да, не удивляйтесь, но был такой период. Нужны были деньги, просить у родителей не хотелось, а новый телефон сам себе не купит. Поэтому вот и подрабатывала. Приходилось много работать, чтобы накопить на свои хотелки. Хотя многие знакомые девушки просто просили дорогие подарки у парней. Я же привыкла добиваться всего сама и не строить иллюзий. Был в моей жизни период, когда я собирала компьютер на заказ. Собрала штук 5, и потом поток заказов иссяк. Хотя я была бы рада собирать компы поздним вечером за кружкой кофе, но я недавно зашла посмотреть цены на комплектующие, и мне стало физически больно, но не только физически, еще и морально. Даже где-то в глубине души я пустила скупую слезу от этих занебесных цен. Собрала примерно мой конфиг, он потянул на 230 тысяч рублей. И это без учета сборки. А представьте, какой ценник будет, если туда добавить еще сборку и все остальные прочие комплектующие, такие как микрофон, камера, держатели, колонки и все прочее. Это же вообще просто цена нереальная. Но на цены камер я даже смотреть не стала, чтобы не стало совсем плохо. Так что с компьютерами тоже не сложилось. Но в будущем, возможно, все изменится. Вообще, моя мечта, если стану когда-нибудь по-настоящему богатой, собрать и подарить компьютер своему подписчику. Для меня это груда железа, а для человека целое событие и радость. Что касается денег, конечно, мы все их хотим. Это бесспорно. Но я человек своеобразный. Они для меня не синоним счастья. Я все равно останусь собой. Было время, когда я много зарабатывала, но тоска и чувство бессмысленности все равно накатывали. И я спрашивала себя, зачем? Не поймите меня неправильно, я не святая и не отказываюсь от денег. Просто я не делаю их главным смыслом жизни. Сегодня они есть, завтра нет. Я пыталась заработать все деньги мира, а расплатой стали проблемы с шеей, искривление позвоночника, испорченное зрение и жуткие мигрени. Теперь я трачу существенные суммы на лекарства лечения. Цена оказалась слишком высокой. Я, например, завидую своему брату. Он почти всю жизнь занимается одним делом — ремонтами, и фанатеет от него. Таких увлеченных людей я встречала редко. В основном все либо, как я, в вечном поиске, либо работают через силу. Я, кстати, тоже накупила кучу инструментов для дома, хотя могла бы попросить брата, и он все сделал бы бесплатно. Однажды я спросила его: слушай, а я могу также делать шедевральные ремонты? Он ответил: да без проблем. А захочешь ли? И ведь правда. А захочу ли? Или это очередное временное увлечение, которое я заброшу? Ведь можно искать себя всю жизнь и так не найти. Не знаю, к какому выводу я в конечном итоге приду, но уверена в одном: от голода я точно не умру. Хотя если так задуматься, то что у нас с братом ремонты — это, наверное, все-таки семейное. Потому что я тоже накупила себе кучу инструментов, тот же перфоратор, мой знаменитый розовый шуруповерт. Многие его знают.
Да и вообще постоянно что-то покупаю, потому что вот так вот кинешься что-то делать, а инструментов нет. Многие уже тоже слышали про историю с моим турником, то что он у меня, так сказать, сломался, но не совсем. В общем, мне пришлось его делать, там тоже ремонтировать. Ну, а так, если я просто еще сидела и думала, смогу ли я работать в этой сфере? И я поняла то, что, скорее всего, нет. Мне очень нравится делать для себя. То есть, то, что мы делали с мамой зал, то есть собирали там шкафы, мебель. Мне это очень понравилось. То, что в дальнейшем планируем сделать на кухне. Но я понимаю то, что в голове-то у меня есть определенный дизайн, как я хочу, чтобы это было у меня дома. Но если я работала бы с заказчиками, он мне предложил свою идею, как он хочет это, мне бы эта идея не понравилась, я вижу по-другому. Но, скорее всего, были бы нестыковки и конфликты. И, скорее всего, я бы просто не смогла бы договориться с человеком, все послала бы, психанула и ушла. И на этом моя строительная сфера бы закончилась. Да, многие могут сказать: Маш, ну ты работаешь с клиентами, ты должна идти на уступки. Но, блин, если мне не нравится заказ клиента, то я не могу ничего сделать. У меня так в монтаже было сложно, то что часто у меня не совпадало мнение с заказчиками, но приходилось идти на уступки. Это очень меня выматывало. Поэтому я поняла то, что, скорее всего, стройка — это так, просто увлечение и больше, наверное, хобби, чем моя работа. Я вообще стала частенько замечать, что люди по-настоящему довольны тем, что они делают. Волей-неволей начинаешь задумываться, что со мной не так. Но с другой стороны, в интернете можно написать и выложить что угодно. Я когда-то так же делала, пыталась, видимо, выдать желаемое за действительное. А сейчас говорю как есть. Многие скажут, что в моем случае проще было найти мужа, жить, ничего не делая, вечно тянуть с него деньги. Но зная себя, я не могу долго сидеть на одном месте. Я всегда стараюсь что-то делать и пробовать покорить новые горизонты. Я не ищу легких путей. С одной стороны, я вечно трахаю себе мозг днем и ночью. Простите, конечно, за выражение, но по-другому не скажешь. А с другой стороны, нереально прогрессирую и начинаю понимать, что по-настоящему мое, а за что мне лучше даже никогда не браться. Я, друзья, даже пробовала делать маникюр на дому. Проработала месяц и бросила. Хотя что-то зарабатывала, даже курсы прошла, что... Вообще, я даже не думала, что буду заниматься маникюром. Просто решила попробовать. Сначала делала подругам, потом по сарафанному радио нашлись и другие клиенты. И все. Казалось бы, шло очень даже хорошо, но позже что-то пошло не по плану. Как казалось, долбить стены перфоратором и трепать нервы соседям мне нравится гораздо больше. Это, похоже, у нас семейное. И у меня, может, и проблема в том, что увлечений слишком много. Не знаешь, за что взяться в первую очередь. Тяжело выбрать одно. Вы, наверное, по моему каналу уже заметили, темы разные, никак не связаны между собой, и мне это очень даже нравится. Но я снимаю то, что мне интересно, а не то, что в трендах и в топах. Я же жертвую просмотрами, ну пусть уж лучше так, чем заставлять себя. Я быстро перегораю, когда я долго делаю что-то одно. Возможно, мне стоит найти баланс между тем, что нравится, и тем, что приносит деньги. Но вы бы знали, как для меня, на самом деле это сложно. Хочется всем заниматься. Сегодня я хочу поиграть и пописать музыку на гитаре. Завтра гонять на скейте, рассекая по улицам ночного города в наушниках. А послезавтра целый день задротить в любимую игру на компе, не отвлекаться больше ни на что. И так у меня практически всю жизнь. Бесконечные метания из стороны в сторону. Нету какой-то конкретики, только одна неопределенность. И вот у меня к вам небольшая просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас бывают такие перепады, когда вы либо работаете или занимаетесь любимым делом, но в какой-то момент уже не хотите. Очень интересно почитать ваши истории и мысли. Возможно, ваш опыт кому-то поможет. Да и в целом будем знать, что мы не они такие уникальные. Прошу я это не для того, чтобы набить подписоту или продвинуть ролик массы. Мне действительно интересно почитать ваши комментарии, да и самой заодно успокоиться. Пожалуй, на этом я закончу свое повествование. Просить подписываться не буду на канал, уважаю право выбора каждого. Мне не нужны миллионы бездушных фанатов. Достаточно пары человек фан-базы и уже хорошо. Но кому мои мысли показались близки, добро пожаловать. На этом все. Рада была вас видеть на канале. До скорых встреч, не прощаюсь.